Магаданская область столкнулась с масштабной паводковой ситуацией, вызванной продолжительными ливневыми дождями, которые привели к выходу рек из берегов и значительным разрушениям инфраструктуры. По данным регионального гидрометцентра, за неделю в регионе выпало более полуторамесячной нормы осадков, что вызвало стремительный подъем уровня воды в реках, включая Колыму, Олу и Мякит, местами до 70 см за сутки. Паводки привели к серьезным разрушениям дорожной инфраструктуры. Федеральная трасса Р-504 Колыма, связывающая Магадан с Якутском, была закрыта на 3 участках – на 1681, 1720 и 1775 километрах, а также на 1548 километре в районе поселка Ягодное из-за схода селя. На 1725 километре обрушился мост через реку Мякит, что полностью парализовало движение в районе поворота на курорт Талая. Кроме того, закрыты региональные дороги, включая 15-й километр автоподъезда к поселку Талая и 119-й километр трассы Палатка-Кулу-Никсикан из-за размывов дорожного покрытия и разрушения подходов к мостам. В районе поворота на Амсукчан около 40 автомобилей оказались заблокированными на затопленном участке трассы Колыма. Для эвакуации женщин и детей был направлен вертолет, а мужчинам доставлены продукты и вода из артели «Герба» по инициативе регионального министра транспорта Александра Просина. В поселке Усть-Темчук, расположенном в Тенкинском округе, существует угроза разрушения защитной дамбы, что может привести к подтоплению жилых домов. В Вольском округе спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола до критических отметок. В поселке Клепка возможен перелив воды через низменные участки дорог, а в поселке Ола под угрозой оказались частные огороды. Пострадало также энергоснабжение. В поселках Амсукчан и Дукат отключено электричество из-за подмыва опор линии электропередач Ольская-Клепка. Аварийные бригады работают над восстановлением ЛЭП, но сроки полного возобновления подачи электроэнергии пока неизвестны. Для борьбы с последствиями паводков в Магаданской области создан оперативный штаб, МЧС региона переведено в усиленный режим работы, задействовано около 200 спасателей и 30 единиц техники. Вертолеты проводят эвакуацию и доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы. Дорожные службы уже восстановили проезд на 16 участках трасс за последние сутки, но работы продолжаются в круглосуточном режиме, так как уровень воды в реках начал снижаться лишь к 20 августа. Власти призывают жителей воздержаться от поездок по региональным трассам и следить за обновлениями оперативных служб. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий до конца августа, что может осложнить восстановительные работы.